Должен сказать, что это особо приятное для меня выступление, потому что не так часто приходится докладывать о том, что ты сам накопал, и прям никто вот не знал, пока ты эти документы не откопал. Это вот отдельное удовольствие. Ну, Петровская эпоха, понятно, великая эпоха создания русского флота. К Петру было приковано гигантское внимание. Вообще, наверное, не было другой фигуры в нашей истории, если брать за последние 300 лет, по времени интереса к ней, да, может быть, даже и во всей отечественной истории, чтобы так долго интерес к какой-то исторической фигуре не ослабевал. И казалось бы, что по истории флота должно было быть выкопано вообще все. Тем не менее, обнаруживается, что у нас есть масса документов в военно-морском архиве, в частности, Ивргада, которых вообще не касалась рука исследователя никогда, вот до самого последнего времени. И это поразительно. Должен сказать, что случилось такое событие в свое время, в 60-е годы XIX века был предпринят гигантский проект издания многотомных материалов для истории русского флота, которых вышло там 1,5 десятка томов огромных, по 1000 с лишним страниц каждый. И только русско-японская война прервала этот поток, потому что всех умных переключили на изучение русско-японской войны. Но дошли до конца XVIII века в этих материалах. Это выписки из архивных документов, которые были опубликованы. В результате получилось так, что после этой гигантской работы историки флота решили, что можно отдыхать. Что все интересное уже опубликовано, зачем ходить в архив, когда можно в любой библиотеке получить эти тома и переписывать их бесконечно. И, собственно, значительная часть историков нашего флота XVIII века и занималась довольно, так сказать, интенсивным переписыванием материалов для истории русского флота. А до архивов руки не доходили. Но наложилось еще одно обстоятельство на все это. Ну, у нас, в смысле, на планете Земля, есть прекрасный корабль, который, ну, вроде бы как приведен в состояние на 1805 год, знаменитый Виктория, вот артиллерийская палуба Виктория, до сих пор можно посетить, я посетил в свое время, и производит очень сильное впечатление, все прекрасно, все есть, вот пушки есть, смотрите, весь артиллерийский такелаж есть, вся принадлежность есть, что вам еще нужно? Понятно же, что ничего не менялось в эпоху до нарезной артиллерии. Все так и было, как при Нельсоне. И с этим прекрасным чувством историки жили очень долго. А есть еще одно очень важное соображение. Британия до конца 19 века, до Первой мировой войны, собственно говоря, была очень мало забюрократизирована. Достаточно сказать, что только в 70-е годы 19 века в Великобритании появились нормальные министерства. До этого центральные органы управления британского государства выглядели как русские приказы 17 века, один в один. То есть там прям все было точно так же. И любой дьяк Алексея Михайловича в середине 19 века в Англии разобрался бы буквально за несколько дней с тем, как это все устроено. И англичане, в принципе, писали очень мало. То есть количество нормативных актов, которые касались того же флота, было на порядок меньше, чем во Франции там, или в России, ну или в Испании. Плюс к этому еще одно соображение. Британские эскадры очень долго находились вдали от родных берегов. И естественно, что если бы адмиралы из Средиземного моря там, или из Карибского моря писали бы в Лондон запросы, им бы отвечали, ну там ничего никогда бы не сделалось. То есть нужно было на местах решать. И поэтому такелаж морской артиллерии, принадлежность, способы работы с орудиями, все это оказалось спущено на уровень командующих эскадрами, которые решали все это на месте, а потом все эти бумажные, все эти инструкции, которые переписывались от руки, ну, потому что в эскадре было там 10-15 кораблей. Естественно, что типографский станок запускать ради 10-15 экземпляров никто бы не стал. Сажали писаря, писарь все это переписывал. Там. Также сигнальными книгами была ровно та же история. Я еще надеюсь сделать доклад как-нибудь о сигналопроизводстве XVIII века, тоже совершенно неисследованная тема. Поэтому в каких-то актах, изданных Адмиралтейством, например, тема вот этого обслуживания орудий не отразилась. А дальше историки работали, конечно, с документами центрального делопроизводства, и в итоге британские историки флота вообще не уделяли теме морской артиллерии внимания. Но ограничиваясь тем, что она была хорошая, потому что они всех побили. Но есть вопросы. Вы побили Трафальгаре, побили всех, нет вопросов. Ну, поэтому что этим заниматься? А поскольку британская историография задавала тон военно-морской историографии вообще, и во многом задает его сейчас,
то, естественно, раз британцы об этом не писали, ну так и что нам-то об этом писать? И вот когда на этом фоне начинаешь доходить до архивных документов, то возникает масса интересных выводов, которыми я с вами сегодня и поделюсь. Для начала вопрос о том, откуда мы вообще знаем, о том, как выглядела морская артиллерия XVIII века. Я в моем докладе сознательно буду избегать темы производства орудий, то есть стволов, ну потому что сейчас мы это там называем стволом, понимая под орудием всю систему, и колеса, там, и станины, и все остальное. В XVIII веке орудием с пушкой назывался ствол. А станок деревянный, ну, потому что моряки говорили станок. Это сухопутные говорили лафет. С Петровского времени прям только станком называлась эта конструкция, вот применительно к флоту. И, кстати, стрелять моряки тоже не говорили, потому что выстрел на флоте — это рангоутное дерево. И выстреливать — это выдвигать, а не из пушки стрелять. Моряки говорили «палить» в русском флоте. И это продержалось там прям всю гладкоствольную эпоху. Значит, соответственно, я буду избегать вот темы производства стволов, потому что она в известной степени затронута и изучена. Я отсылаю вас к соответствующей главе там, докторской диссертации Кротова, которая издана «Балтийский флот при Петре Первом». Там есть целая глава, посвященная артиллерии, ну, там, системы 1716 года. Есть Лобина монография о Петровской артиллерии, но вот все, что окружало вот этот ствол и то, как с ним работали, это, в общем-то, было терра инкогнито. Узнаем мы об этом из очень немногих источников. Но если говорить о печатных каких-то книжках, это вот есть Поуви, абсолютно неофициальное руководство. Это просто британский человек написал книжку и продавал ее за деньги, чтобы получить прибыль. Потому что первые официальные руководства о стрельбе морской артиллерии в Британии — это даже не Нельсон, 30-е годы 19 века. До этого, ну, как-то они стреляли. И вот замечу, вот это вот прям взрывает нашу с вами привычную бюрократическую логику. То есть как это явление было, а инструкции не было. И мир не рухнул. И как-то это все происходило. И даже вон Британия победы одерживала на море. Это не укладывается в голове континентального жителя. То есть, ну, мы тут не одиноки, у французов тоже это не укладывается в голове, не только у нас. Но вот это Поуви руководство — это очень типичный для Великобритании пример частного руководства, которое не имело вообще никакого официального статуса, но что-то там было написано умное. И картинки даже были. Во Франции совершенно другая система, потому что французы при Людовике XIV поставили задачу построить флот с нуля. И они попали в то же положение на 40 лет раньше Петра I, в которое попал Петр I. То есть ничего нет, а флот нужен завтра. И отсюда французы начинают выдавать разного рода инструкции, потому что у них не было совокупности мастеров, знающих это дело, которым не нужны были инструкции, которые могли сами обучать молодых. Нужно было все это нормировать. И возникает первое в мире военно-морское учебное заведение. Сначала одна, потом 3 гардемаринские роты. Это французское изобретение. В Англии ничего такого не было, и в Голландии. Потому что там морские офицеры самозарождались на палубах кораблей. И это происходило вплоть до второй половины XIX века. Вот этот трактат морской артиллерии, спасибо интернетам, он лежит... Вот эта рукопись, она не издана до сих пор, она лежит в Национальной библиотеке Франции, но была оцифрована. А это 1671 год. В Тулоне собралось 2 десятка командиров кораблей и расписались за последнем листе этой рукописи. То есть, вероятно, это нечто вроде такого вот, ну, инструкции, подготовленной коллегией командиров кораблей французской средиземноморской эскадры. Там тоже есть рисунок, я потом его покажу. Но печатных руководств по морской артиллерии во Франции не было тоже до середины XIX века. Хоть рукописные были, слава богу. Ну а почему не было печатных? Потому что печатать имело смысл от 100 экземпляров. Зачем нужно 100 экземпляров инструкции по морской артиллерии, когда во французском флоте там 50 кораблей вместе с фрегатом? И на каждом по одному офицеру морской артиллерии, который все равно все помнит наизусть. А я должен подчеркнуть, что в XVIII веке предполагалось, что если вы чем-то занимаетесь, то вы помните это наизусть. От корки до корки. Не так, что там на троечку, вот, плавая где-то, значит, на зачете, а вот прям дословно. И вам не нужна уже эта книжка печатная.
Поэтому достаточно было вот несколько десятков рукописных, там, размножить документов, и этого хватало. Ну и на этом фоне, конечно, Грундель. Хочется его Грунделем назвать, но я его так и называл. Но, к счастью, судьба послала мне уникального переводчика со шведского, который смог прорваться через шведский язык начала XVIII века и через готический шрифт этой книги. Опять же, спасибо интернету, она оцифрована была Национальной библиотекой в Стокгольме и выложена. На самом деле он Грундель, Даниэль Грундель, правильно его произносить. Этот человек, ну, два слова о его биографии, он, кстати, мог стать русским, но не стал. Он, непонятно, когда родился, но уже в начале 90-х годов 17 века, лучше сказать, выпустил первое печатное руководство по морской артиллерии в Швеции. Затем он в Англию поехал, и в Англии служил на флоте некоторое время и обучался искусству фейерверков. А это высшая стадия подготовки вообще артиллериста, потому что сначала человек стрелял из пушек сплошными ядрами, это многие умели, это канонир, потом он учился снаряжать бомбы и стрелять из мортир, это был бомбардир, а потом он уже учился делать ракеты и фейерверки. Зажигать — это фейерверкер, это высшее мастерство в этом деле. И Грундель стал фейерверкером. Но там ему покровительствовал еще один швед по происхождению, который там занимал высокие посты в Британии. А в 1698 году он был представлен Петру во время Великого посольства и взят на русскую службу. И получил за 3 месяца жалование. И поехал в Москву, но не доехал. А вернулся в Стокгольм. Причем, интересно, он там явно дождался вот буквально дня окончания контракта. У него по 1 июля 1998 года был этот 3-месячный контракт. Точнее, не то, что контракт, а заплатили ему за 3 месяца русские. Вот 1 июля закончился этот срок, и то ли 2, то ли 3 он произведен в лейтенанты шведской морской артиллерии. Ну а после этого он удачно женился на дочери предыдущего начальника шведской морской артиллерии. И в 1712-16 годах он был начальником шведской морской артиллерии, но безвременно умер в 16 году. А библиотека его богатейшая по шведским меркам, там несколько сот томов по артиллерийским всяким наукам, она в Карлскроне оказалась в Адмиралтействе, и там она где-то до сих пор вроде бы как и осталась. И Грундель в 1705 году выпускает огромный трактат печатный обо всем артиллерийском искусстве, и в конце его большая глава про морское артиллерийское искусство, которая является переработкой этого первого его публикации 90-х годов. Она не датирована, там, поэтому непонятно, когда она была. Но и, собственно, вот эти 2 публикации есть. Вот этот «Энкорт Анледнинг» — это первая, и дальше 2 книга, она еще и имеет иллюстрации. То есть, на самом деле это уникальное явление, но, к сожалению, эта книга прошла мимо Петра в свое время, потому что у Петра было несколько стадий, но мы сейчас их можем реконструировать, несколько стадий развития представления о том, как нужно воспринимать западную научно-техническую информацию. В конце 17-го, первые годы 18 века он, видимо, считал, что мы пошлем людей, они там всему научатся, и нас всему научат. Это чисто средневековый способ обучения, когда мастер учит учеников, и ученики потом учат дальше, сами становятся мастерами, учат своих учеников. А оказалось, что это не работает так, потому что очень много времени нужно на обучение, очень мало кто выучивается толком, масса трудностей, то есть отдельные люди выучиваются, но на поток это не поставить. Тогда Петр решил, что мы переведем какие-то умные книжки, потому что явно в Европе написано по одной умной книжке про каждую науку, мы ее переведем, эту книжку все прочитают и научатся. И около 1710 года в России переводится и издается аж 3 трактата по артиллерии. Ну, разных. Но Грундель не попал в поле зрения Петра в этот момент. Очень обидно и печально. Буквально, причем один экземпляр книжки Грунделя в России точно был. В 1711 году он был подарен генералом Альбедилем Брюсу во время Прудского похода. И с дарственной надписью Альбедиля он попал сейчас в библиотеку Академии наук, и там лежит, у нас здесь в Петербурге. Но и возможно, что Петр узнал от Брюса об этой книжке, но наступила к этому времени 3-я стадия уже представлений Петра об обучении, что мы должны создать собственные уставы, в которых мы все изложим систематически. И параллельно мы создадим еще и специализированные учебные заведения, в которых мы будем обучать наших людей. Поэтому Грундель так оказался и не переведенным на русский язык и полностью исчез из круга
ну, как бы вот источников, с которыми работали истории. Но Петр его точно знал. Откуда мы об этом знаем? Вот, пожалуйста, две прямые цитаты из Грунделя в нашем морском уставе. Прям дословно. Ну, понятно, что перевод сейчас на язык 20 века был сделан, а там был 18 век, но согласитесь, что это прямо, ну, разница только в количестве швабр. Вот Грундель 2 швабры рекомендовал к пушке класть, а Петр решил, что нечего развратом заниматься, достаточно одной швабры. Во всем остальном один в один. Таким образом, действительно, вот этот третий этап представления о том, как мы будем осваивать европейские знания, что мы возьмем все лучшее и напишем свой устав, вот работает на примере морского устава. Как выглядело развитие наших собственных инструктивных документов? В 1718 году, как раз вот в рамках этого третьего этапа, появляется так называемая экзерциция Апраксина. Верхняя строчка, она была опубликована вообще в 1955 году, и она, в общем, известна. Но проблема экзерциции Апраксина заключается в том, что в ней есть только приемы. То есть, ну, например, там, положить ядро там, в пушку, положить пыш, прибить, там, пробанить, и все. Как это все делается конкретно, было непонятно. А последовательность этих действий достаточно очевидна. Ну, понятно, что сначала порох надо положить, потом пыш, потом ядро, потом второй пыш. Сначала пробанить, потом зарядить. Ну, в общем, это абсолютно понятно. И казалось, что в этом нет ничего оригинального. Ну и зачем, собственно говоря, нужна эта экзерциция? Ну, собственно, там прям формализовали и формализовали. Но я нашел вот этот документ, который опубликовал, и который, собственно, является расшифровкой экзерциции Апраксин. Причем он записан в 40-е годы XVIII века группой, там, как сказать, получилось, видимо, записан-то он был оберцейхмейстером Лейманом, или Лемоном, или даже Лимоном, может быть, его по-разному писали по-русски. А потом, после смерти Леймана, его бумаги начали разбирать. Ну, как положено было, их арестовали и начали разбирать. И когда увидели эту экзерцицию, то группу констапелей позвали, там человек 15 примерно, которые составили акт о том, что с нашего вступления в службу артиллерийскую другой экзерциции мы не знали. И я попытался понять, когда они вступили в службу, и обнаружил одного человека, такого по фамилии Сурядной, Алексей Изотович Сурядной, который служил в морской артиллерии с 1717 года. То есть сохранились документы об этом, и мы можем это твердо утверждать. То есть получается, что та экзерциция, которая была записана Лемоном в 40-е годы, это экзерциция Апраксина, потому что другой не было. И действительно обнаруживается полное совпадение последовательности приемов в экзерциции вот этой вот или учении пушками на кораблях. Но ее ценность в том, что каждый прием описывается. То есть говорится, кто что делает. И это выводит наши знания о том, как это все делалось, на совершенно новый уровень. Но сам Лейман, видимо, хотел усовершенствовать эту экзерцицию. И он ее записал в качестве подготовительного материала к новой экзерциции. Это его, видимо, авторское произведение на основе вот этой. Кроме того, он добавил еще о бомбах и гаубицах разделы, но про бомбы и гаубицы только приемы перечислены. И не указано, что кто делает конкретно. И дальше в 1955 году Адмиралтейская коллегия разослала вот эту экзерцицию Леймана в порты. То есть фактически она была введена для использования. Но все это переписывалось от руки. То есть с Петербурга присылали в Кронштадт эту экзерцицию, сажали, видимо, писаря переписывали в каком-то количестве экземпляров, а может и сами люди сидели, эти констапели, зимой что им было делать? Он сидит да переписывает эту экзерцицию. А потом это все выбрасывается, потому что оно никому не нужно. Но через 50 лет, так само собой, все это идет либо на, не знаю, печную растопку, либо на попельотки в бигуди, потому что бигуди были нужны мужчинам, а не женщинам. Букли-то как накручивались? С помощью бигудей, а на бигудях обязательно были бумажные попельотки. И внутри букли была свернутая бумажка. И на это шли старые рукописи вовсю. Их продавали прям даже в лавках для того, чтобы можно было их так использовать. А дальше у нас появляется вот эта печатная экзерциция. Это очень интересная история, тоже забавная. На самом деле Николай Гаврилович Курганов, удивительный энциклопедист, человек, который написал все учебники, по которым учился морской корпус во второй половине XVIII и начале XIX века, который написал письмовник. Это вообще самая популярная книга XVIII века, самая многотиражная русская книга
потому что каждый человек хотел письмовник, потому что там написано, как письма писать, там, с образцами. По Курганову все и писали, и признание в любви, и приглашение в гости, и все что угодно. Он переводил очень много, конечно. А он перевел, в частности, книжку вот такую вот «Бурде де Вилье. Наука морская». Ну, а Бурде де Вилье – это французский офицер 60-х годов XVIII века, и все и думали, что артиллерийская экзерциция, помещенная в книге Бурде де Вилье в переводе Курганова, это французская экзерциция. Но если внимательно читать, примерно там, через 2/3 текста Бурде де Вилье прям отдельно напечатана строчка «Конец Бургетовой книги». И дальше идет примерно треть объема этой книги, написанная самим Кургановым. И ее нет во французском издании, естественно, потому что можно посмотреть на французское издание и сравнить, что там есть. Он еще переставил главы Бурде де Вилье, он творчески подошел к этому процессу. И экзерциция артиллерийская у Курганова помещена вот в эту дополнительную часть книги Бурде де Вилье, которая не Бурде де Вилье. Но Курганов не счел нужным напечатать, что это его вот произведение. Ну, потому что вообще отношение к этому было другое, и за копирайт в те времена не очень боролись. И он перепечатывает вот эту экзерцицию со своими изменениями и дополнениями, довольно любопытными. И, кроме того, добавляет еще вот эту часть учения о бросании гранат. Это практически первое руководство о том, как нужно бросать ручные гранаты. На русском языке имеется в виду. Но книга Бурде де Вилье служила учебником для морского корпуса. И ее выучивали, и дальше не было необходимости ни в какой инструкции по использованию этой вот артиллерийской экзерциции. Да? Дальше появляется инструкция Назимова 2011 года, которая тоже не была напечатана. И первая печатная – это только Миницкий о действиях, вот это карманная книжка левских артиллеристов, но это там толком про мортиры только написано. А почему про мортиры там толком написано? Потому что у Леймана ничего нет про мортиры. Но и у Курганова там довольно коротко об этом сказано. Поэтому только в 2008 году это расписали. Ну, а потом Миницкий, а первая официальная у нас с чертежами, вот это вот 1854 года руководство, под самый закат гладкоствольной артиллерии. У Назимова вот это 2011 года экзерциция, это принципиально новый шаг. Мы ее трогать не будем больше, потому что у Назимова революционный происходит переворот, вот скачок, который случился во время революционных и наполеоновских войн морской артиллерии, когда расчеты пушек увеличиваются в 1,5-2 раза. И это все принципиально меняет, потому что когда пушкой работают 7 человек, это одно, а когда работают 14 человек, это совсем другое. Такой рост расчетов стал возможен, потому что корабли увеличились, и количество экипажей значительно увеличилось. И на каком-нибудь 60-пушечном корабле Петровской эпохи там было 350 человек. А на таком же корабле конца XVIII века было 500 с лишним. И скорострельность увеличивается, и все меняется. Кстати, вот меня долгое время тоже удивляло, как люди XVIII и XIX века вот это произносили. 74-пушечный корабль, 66-пушечный корабль. Это невозможно произносить. Теперь я знаю, как. Потому что нашлись записки такого майора Цавловского, который был вообще пехотинец, но он сходил в архипелаг с архипелагской экспедицией, оставил об этом записки, и он пишет 50-й корабль, 70-й корабль, 80-й корабль. Вот так их и называли, а не вот это вот 84-пушечный какой-нибудь. Так что можно смело говорить 50-е корабли, 60-е корабли. Мы не погрешим против словоупотребления XVIII века. Но это в сторону. И таким образом мы видим, насколько сложной была эта эволюция. И можно немножко генерализовать это знание. Действительно, это ведь частный случай процесса превращения устного знания, передающегося от человека к человеку, в современный формат знания, которое помещено в учебники. И современный человек настолько привык к тому, что мы там прямо с 1 класса окружены учебниками, и про все есть учебники, что вообще даже не представляет себе, как это вообще могло быть раньше. Ну, а потом появился Google, конечно, в который все упростил еще больше. А между тем в XVIII веке как раз обратная была ситуация. У всех в голове сидело, что нужно спросить кого-то, какого-то мастера, как это делать. Помните, кстати, в «Вишневом саде», там лакей Фирс вспоминает, что раньше вишню там солили, не знаю, мариновали, делали из нее варенье и все что угодно. Его спрашивают радостные дворяне, которые думают, что вот они обогатятся. «Фирс, а как это делать все?» Это все умерли, кто знал, никто не знает. Ну а Елену Малаховец взять и почитать, как там надо вишню мариновать, в голову не пришло героям Чехова, потому что не барское это дело.
Но это характерный пример восприятия реальности человеком XVIII века, когда печатная книга была редкостью, не стояла, знаете, на каждой полке. Но поехали дальше. Значит, я уже говорил о том, что Грундель — это наше все. Там, извините, надо его изменить было наверху, я его так написал по-старому. Значит, вот здесь вот почему еще одно доказательство, что это Грундель. Именно Грундель был источником нашей экзерциции. Потому что я считаю наиболее веским доказательством этого бессмысленные детали. И вот это подпирание боков руками, за исключением командира орудия, который стоит с левой рукой в бок, а правой на запальном отверстии. Ведь как угодно можно было стоять. С опущенными руками можно было стоять. Можно было, знаете, расставив ноги, чтобы при качке там, быть устойчивее, скрестив руки на груди, там, все что угодно. То есть это не несло никакой нагрузки практически. И мы видим строгое повторение этого места Грунделя в нашей экзерциции 40-х годов, записанной вот этой вот группой, ну, которая записана Лейманом и одобрена группой Констапель. И потом Лейман перетягивает эту же позу в свою экзерцицию, и Курганов повторяет это все, потому что это стало традицией определенной. Это такая, знаете, барочная строевая стойка, не вот эта вот, знаете, классицистическая такая, там, руки по швам, а такая интересная, где человек стоит не абы как, а подбочась, да, вот демонстрируя себя миру этому. И это, я считаю, это самым веским доказательством того, что Грундель — наше все. Потому что у нас нет вообще никаких указаний ни у Пове, ни вот этой французской экзерциции, как надо стоять у пушек. Ну, как стоит, так и стоит. Какая разница, как он там стоит? Главное, что он стрелял из тех пушек. А здесь уже это новый, на самом деле это новый шаг, потому что в конце 18-го, начале 19 века артиллеристов начнут заставлять действовать по темпам одновременно. В сухопутной артиллерии, чтобы во всей батарее полевой все солдаты двигались строго одновременно. Как, знаете, там, не знаю, фигурное катание какое-нибудь или балет, чтобы каждый заряжающий вот одновременно делал движение прибойником, там, банником и так далее. И их по темпам тренировали это делать. Это такой вот следующий этап развития строевой подготовки. Потом оказалось, что это не нужно, и уже при Александре II от этого отказались. Но зато все Александровское время и Николая I все как танец маленьких лебедей исполняли вокруг пушек, и это было красиво. Но это уже вот тоже новая эпоха постнаполеоновская. Теперь у нас с вами картинки. А вот это вот гравюра из Грунделя для 1705 года. Это потрясающе подробное изображение всех деталей. Тут нарисовано почти все, что угодно. А еще и способ погрузки пушек на корабль изображен. А вот это доказательство того, что эту гравюру видели русские люди. Это чертеж из альбома 40-х годов 18 века. Кадетов, которые обучались артиллерийскому искусству. Абсолютно узнаваемо, откуда перерисовали. Ну, чуть упростили, не все перерисовали, но, тем не менее, изобразили. И вот здесь вот заметьте еще, вот это же вот почему лопарь талий свернут в бухту. Потому что на корабле каждая веревка, которая лежит на палубе, должна быть свернута в бухту. И между приемами накатывания, откатывания орудия артиллеристы, естественно, тут же, не приходя в сознание, скатывали лопарь в бухту, потому что, ну, кроме того, чтобы никто не зацепился за него еще, и никто не наступил там и не упал, и ничего не случилось с этим. К вопросу о том, что некоторые элементы военно-морской красоты, они точно были в XVIII веке. Вот эти вот аккуратные бухты на палубе прям точно лежали. Но и тут мы видим разные виды талий. Это система крепления талий к пушечным портам. Вообще никто никогда этого, даже в нельсоновское время, ну, как бы от нельсоновского времени не дошли до нас никакие рисунки того, как порт-тали крепились к пушечному порту. А тут еще 3 разновидности этого крепления. Тут и станки, и все, что угодно. Вот это еще прием, как длину брюка вычислить. Вот это сам брюк, то есть канат, который не давал пушке отъехать от борта. И, опять же, ну, я, например, думал, что восьмеркообразным его в виде восьмерки бензелевали, то есть прихватывали тонкими веревочками, за рым в борту. Ничего подобного, Грундель прямо об этом отдельно пишет, что так можно делать, но потом очень долго развязывать. И гораздо проще взять вот длинный тонкий конец и 20-25 шлагами, то есть оборотами, привязать вот эту восьмерку к рыму, к кольцу, которое в борту. Я бы его причислил к лику святых Грунделя, потому что действительно для той эпохи в Европе ни один человек не описал работу морской артиллерии так, как он. Но к вопросу о том, что у шведов было что перенимать.
А тут был еще один тонкий момент, забыл вам сказать. Кто был первым начальником нашей морской артиллерии с 1717 года? Такой Отт, принятый в русскую службу в 98 году. Откуда? Из шведской. И явно он был еще знакомый Грунделя, потому что в шведском флоте явно все всех знали, ну, как и в русском флоте. Просто Отт доехал до нас, а Грундель не доехал. И этот Кристиан Отт или Отто, он еще участвовал в торжествах, связанных с ботиком. Ну, такой любопытный момент, когда адмиралы гребли на ботике, Петр сидел на руле, а Отт, как оберцейхмейстер, стрелял из пушечек на ботике. И одни праздновали вот окончание благополучной Северной войны. И естественно, что Отт вводил у нас шведские порядки. Но он, возможно, сам Грунделя книжку не знал, потому что он с 98 года жил в России, а книжка 1905 года. Он это делал, ну, как бы сказать, не по печатному, а потому что сам все это помнит. Кстати, чугунный балласт он же у нас вводил. И есть мнение, ну, на Западе думают, что англичане чугунный балласт придумали. Ничего подобного. У нас при Петре начали лить болванки чугунного балласта. Другое дело, что стоили они бешеных денег и решили от этого отказаться. А у Апраксина есть в одном из писем, переписки Апраксина и Отто, что Отт предложил отливать не просто бруски, а бруски с углублениями, чтобы удобно было брать руками. И пишет, как видел на шведском флоте. И такие бруски, видимо, отливали в каком-то количестве. Так что со шведами у нас много чего было связано. Но вот это вот еще два рисунка, вот это вот из еще одного уникального печатного руководства, это Конан Зотов разговору адмирала с капитаном о команде. Это первое русскоязычное руководство по морской практике, по управлению судном парусным. Причем до конца непонятно, оно авторское или все-таки списано откуда-то. Возможно, что авторское. Потому что в Европе просто не было необходимости в подобного рода руководствах. Потому что зачем книжку издавать о том, что и так все знают? Ну, а кто не знает, того научат. А у нас это было нужно. И Курганов, между прочим, потом переиздал вот эти вот зотовский разговор, примерно в 1,5 раза расширив еще. И последнее переиздание зотовского руководства этого было в 20-е годы 19 века. То есть уже под занавес парусной эпохи. И это рисунок талий пушечных, которые Зотов приводит в своем руководстве. Ну, а это рисунок из одного из любопытных источников. Я бы затруднился вообще, как его назвать. Книга их называют вообще, но книга — это все что угодно. Это нечто среднее между конспектом и сборником выписок, которые обучающиеся специалисты делали для того, чтобы чего-то не забыть. А когда они все выучивали, они это кому-то дарили или продавали. Только в архивах Петербурга у нас есть одна такая записная книжка Гардемарина, одна записная книжка ученика-кораблестроителя и несколько, ну, по меньшей мере, десяток целых или фрагментов подобных книжек по обучению морской артиллерии. Кстати, местами там не только по специальности конспекта, а может идти там про корабли, а потом бабах и любовная повесть. Ну, потому что человеку было интересно, он ее переписал. И дальше есть еще передаточные надписи на них. То есть там сначала одного владельца подпись, потом другого владельца, потом третьего, потому что это переходило к следующему подрастающему поколению. А те, кто все это выучил, они все это и так помнят. Им было не нужно хранить все книжки. Поэтому-то их и выбрасывали, и сжигали, там, и пускали на опельотки, потому что они были никому не нужны. С чертежами еще. А тут есть одно крайне любопытное обстоятельство, здесь плохо видно, вот эта дырка для брюка в станке. Вот это вот. Вот такая же дырка здесь. Вот брюк проведен через дырку в станке, а по нельсоновскому-то фэншую положено проводить брюк через Винград. А вот в петровское время нет. Так и более того, вот эта вот датская пушечка, ну, она современная, но под начало 18 века, тали, завязаны вокруг Винграда, брюк через отверстие в лафете проведен, а это опять Грундель. Но это вот частный вопрос, конечно, он мелкий, этот вопрос, где брюк проводили. Но он раскрывает всю бездну нашего незнания того, как на самом деле была устроена Петровская морская артиллерия. А вот это вот еще один рисунок, не могу его не показать, но он более поздний, это вообще феерическая вещь. В Кадисе хранится альбом в единственном экземпляре размером, ну вот с этот стол примерно, который был нарисован для обучения испанских гардемарин. И он был издан, и незадолго до событий наших вот последних я успел получить копии нескольких листов, за денежку, конечно, в очень высоком разрешении. В частности, копию вот этого листа, где нарисовано вообще все, включая стеллаж в крюит-камере.
Там еще подписано, что где стоит. Там, заметьте, на каждом кокоре, это деревянный чехол для заряда, белый кружок, на который черной циферкой написан калибр орудия. И там еще сверху лежат пергаменные картузы. Вот здесь фитили висят. Внизу мешочки с картечью и пыжи лежат. И все подписано. А вот это вообще все, что тут можно себе представить. В этом альбоме нарисовано все, включая ночной горшок из капитанской каюты. Потому что отдельный лист посвящен каютной мебели. Но этот манускрипт создавался долго, в 30-е, 40-е и первой половине 50-х годов XVIII века. Завершен он был к середине 50-х годов. Поэтому он как бы более поздний, чем Петровское время. Потом это Испания. Тут нужно понимать, что ни о каких взаимных влияниях нас и испанцев в морском деле в XVIII веке, в общем, ничего не известно. И может быть ошибкой брать вот из испанского этого манускрипта какие-то вещи и переносить их в русский флот прям непосредственно. А здесь тоже, кстати, дырка для брюка, заметьте. И там, например, подписано, все мелко, если увеличить, там все подписано, что это отверстие для брюка, это вот там то, это сё, это пятое, это десятое. Вот этот уникальный документ просто привожу для того, чтобы оценить вот что бывает. А замечу, что английского происхождения ничего нет. Ни рисунков вот таких, ни рукописей, ни печатных, кроме Пови. Почему? Да, потому что они и так все знали. Им ничего это было не нужно. И это еще один повод поставить методологический вопрос о том, как обучение происходит. То есть если оно само собой происходит, так никто ничего и не делает. А если оно вот само по собой почему-то не происходит, то все и рисунки рисуют, и инструкции пишут, и напрягаются. Вот это вот рисунок из французского манускрипта 1671 года. Там тоже все подписано. А вот это вот датский рисунок, с середины XVIII века, тоже кадетская книга называется. Возможно, нарисованная самими кадетами. Но она еще и раскрашена. То есть датские кадеты прям постарались. И мы здесь видим и пороховой рог, и вот это вот болван для шитья картузов, и свинцовую покрышку, и фитиль, и кокор. А это же барокк, кокоры красили в красный цвет. Есть интересный источник. В 1732 году у нас воинская морская комиссия была создана, в 1931 году, которая должна была решить, как сэкономить на флоте. Параллельно такая же воинская сухопутная комиссия решала, как сэкономить на армии. Ничего не придумали, и экономить оказалось, что нельзя. Но зато в этом убедились. 4 года над этим думали упорно, но зато в 1932 году было создано огромное дело, больше 1000 листов, в котором посчитали стоимость каждого предмета флотского снаряжения и довольствия. И каждый пальник, каждый ганшпук, каждое ведро было описано, сколько на него идет материалов и каких, сколько за работу нужно платить и сколько оно в итоге стоит. То есть мы там о размерах не всегда можем судить, но иногда можем. И можем судить о способах работы мастеров того времени, но опять же, это же не индустриальное производство. Если я вам пока одну историю расскажу забавную, вы даже, может быть, посмеетесь. Где-то клин у нас, вот он тут немножко виден боком, подъемный клин для орудий. Просто клин деревянный, у него ручка такая, как у напильника какого-нибудь, скажем. Казалось бы, как его нужно сделать? Нужно из одной деревяхи сделать сам клин, потом дырку там высверлить, из другой деревяхи выточить ручку и приклеить. Нет, в XVIII веке все делалось из одного куска дерева. Также лопата деревянная делалась из одного куска дерева. Потому что дерева было много, а хотелось попрочнее. Потому что понятно, что все, что приклеено, все отвалится, а тут куда оно отвалится? Оно из одного куска сделано. И это любопытно и в этом плане. И мы знаем, например, что для кокоров отпускалась черлень, то есть красная краска, немножко белил и совсем чуть-чуть черной сажи. Зачем? Потому что на наших кокорах тоже были белые кружки, и на них была черная циферка калибра, орудие, к которому эти кокоры предназначались. Это предположение, но для чего другого это белило и сажа отпускали. И черлень, она мало того, что украшала, она еще укрепляла дерево, поэтому станки любили красить черленью. Черлень — это та краска, которой финны до сих пор свои дома красят, и шведы в сельской местности. Или под нее вот этот оттенок такой, красно-ржавый такой оттенок, вот это она и есть. Она еще и дешевая была, и к тому же укрепляла дерево. И тот же пальник, как его представляют по наполеоновским временам, с железными щипцами, которые зажимается фитиль. Да ничего подобного. Тут у французов пропил в пальнике, у датчан дырочка, через которую фитиль просунут. Потому что железо дорогое, нужно экономить железо, а палка дешевая.
палку любой сделает. Дальше мы переходим к следующему интересному вопросу, который вытекает из вот всего, что я рассказал. Я, конечно, мог бы рассказывать о каждом пальнике и каждом ганшпуге, но я боюсь, что тогда мы до завтрашнего закрытия метро не разойдемся, а вы все заснете. К следующему вопросу, а как проходила боевая подготовка, собственно говоря? Она проходила очень здорово. У нас есть нормативные акты, кстати говоря, во второй части морского устава Петровского, про которого все забыли. В Петровском морском уставе было 3 части. Все помнят одну, про бытность флота на море, а вторая часть про бытность флота в гавани, а третья часть про адмиралтейство, то есть про береговую инфраструктуру. А так вот, во второй части морского устава говорится о том, как надо обучать канониров, и практически в XVIII веке каждый матрос, не то что канонир, а каждый матрос, должен был сделать 3 прицельных выстрела ядром из пушки, а поскольку расчет был, примерно 7 человек, то каждый участвовал в производстве 21 выстрела. И кто попадал в яблочко, тому платили 5 копеек, а кто промахивался мимо щита даже, тому вычитали 5 копеек. А на 5 копеек можно было хорошо выпить и закусить. Это было очень приятным таким моментом для матросов того времени. А еще матросов обучали полностью солдатской экзерциции с мушкетом, метанию гранат, как гренадер. И еще, хотя это им было абсолютно не нужно, то есть это могло понадобиться в каком-то совершенно крайнем случае. Да еще и все матросские работы. То есть, понятно, что и паруса, и веревки, и гребля. То есть матрос действительно был универсальным солдатом. И матрос первой статьи получал 24 рубля. А для сравнения, сухопутный сержант, а сержант — это высшее звание нижнего чина, получал 17 рублей в год. То есть матрос первой статьи оплачивался выше самого высокооплачиваемого унтер-офицера сухопутной армии. И было за что, потому что специалист был действительно уникальный. А некоторые еще даже знали буквы и могли компас читать. Их было мало, правда. Таких гениев было совсем несколько человек на корабле. Их ставили старшими к рулю, но даже такие бывали. Это прям удивительный уровень знания об окружающем мире. Вот эти документы об обучении морских артиллеристов из бумаг Леймана позволяют нам сказать, на какой дистанции их обучали стрелять. Вот это, кстати, рисунок, найденный Борисом Мигорским. Это, кстати, шведский рисунок форта Кроншлот в 1705 году, как он выглядел с натуры. Это из его статьи, посвященной обороне острова Котлин в 1705 году. И здесь шведская эскадра и русская эскадра. Вот здесь если мы с вами померим это расстояние по современной карте, мы увидим, что здесь больше километра. И может сложиться впечатление, что они тут перестреливаются. Это, конечно, не так, потому что обучение наших артиллеристов велось на дистанцию 300 метров. Если быть точным, 150 сажен геометрических. Сажень геометрическая — это 3 аршина, это 2 метра 16 сантиметров, соответственно, это 320 метров, хорошо. При этом, видимо, это была боевая дистанция стрельбы ядрами, потому что все экзерциции, о которых я говорю, предусматривают 2 режима ведения огня. На дальней дистанции ядрами, когда пушечные порты не закрываются, и на ближней дистанции картечью и книпелями, когда пушечные порты закрываются после каждого выстрела. Заряжание происходит при закрытых портах, и только перед самым выстрелом порты открываются, пушка выкатывается в порт, и происходит выстрел. Она откатывается сама, тут же фиксируется, и порт закрывается. Для того, чтобы пули вражеские не залетали в корабль. Кстати, это интересно. Видимо, закрывать порты при стрельбе ядрами считалось ненужным, видимо, по 2 причинам. Первое, что вероятность залета ядра в порт не такая большая, а второе, что, видимо, ядро имело все шансы вышибить крышку пушечного порта, и защиты эта крышка не представляла большой для расчета. А от пуль и мушкетных, и картечных вполне защищала. И, видимо, эта дистанция была меньше. Я подозреваю, что около 150 метров. То есть, другими словами, русские корабли должны были открывать огонь на дистанции примерно 300 метров. Это очень важный вывод, потому что на дистанции более дальние никто стрелять не учился. И отсюда, мне кажется, нужно взглянуть под другим углом зрения на все наши морские сражения, потому что если где-то есть подозрение, что открывали огонь на дистанции больше 300 метров, то это, скорее всего, неправильно. И именно 300 метров считалось дальностью эффективного огня. А как люди XVIII века описывали это? Пушечный выстрел, мушкетный выстрел, пистолетный выстрел. 3 дистанции, которые в морском бою озвучивались. А сколько это в граммах? А теперь мы знаем, что такое пушечный выстрел, 300 метров. Мушкетный
в 2-3 раза меньше, но пистолетный в 10 раз примерно меньше. И можно уже о чем-то здесь говорить. Потому что современный человек настолько привык к тому, что мы окружены линейками, там, всякими транспортирами и рулетками, что очень хотим мерить в точных мерах. Хотя я со студентами, читая курс хронологии и метрологии, я ставлю такой опыт, приношу рулетку на лекцию и прошу студентов показать метр на парте руками. Но буквально один человек из 30 примерно показывает, попадает в вилку 95-105 сантиметров. У меня разлет был от 60 сантиметров до 1,5 метра. Хотя это люди, которые должны были бы, казалось бы, если мы сейчас поставим этот опыт, я думаю, здесь тоже будет примерно такая же история. Причем девочки обычно метр поменьше мерят, мальчики побольше, но всякое бывает. Там это скорее тенденция, чем правило. Но во всяком случае, вот это знание про 300 метров, на которое обучались стрелять, дает нам очень много для понимания реалий морского боя XVIII века. Мы привыкли просто к тому, что сейчас чем крупнее калибр нарезного орудия, тем там дальше летит снаряд. Но для гладкоствольной эпохи это было не актуально. То есть там чем больше был калибр, тем короче был ствол для начала. Это общее правило. И, во-вторых, смысл стрелять на большую дистанцию смысла не было, потому что просто попасть было невозможно. Тем более при качке. Опять же, в биографии Грунделя есть шведская статья о биографии Грунделя. Там есть интересный момент. Он был в 1710 году на флагманском шведском корабле, который действовал против датчан. И он поразил весь шведский флот тем, что попал в парус датского судна с дистанции 1800 метров. То есть, конечно, как цирковой фокус стрельбу на такую дистанцию можно было показывать. Более отлогая траектория, конечно. Об этом говорил весь шведский флот явно, и это просто дошло в какой-то еще устной передаче там, до 20 века. Поэтому в реальной обстановке я думаю, что 300 метров – это прям хорошая дистанция. И тут еще был момент, была тактика стрельбы по рангоуту. И эта тактика, просто ее англичане потом дискредитировали. Такие английские диванные эксперты в какой-то момент 19 века решили, что секрет победы англичан в том, что они стреляли в корпус. А трусливые французишки, стреляли по такелажу, это неправильно. А вот англичане выдерживали от огонь и разносили корпус французов. На самом деле все это было гораздо сложнее, и была масса примеров, когда стрельба по рангоуту просто лишала подвижности вражеские корабли, и поэтому дальше уже они никого атаковать не могли. И успех Нельсона в таком сближении без выстрела при Трафальгаре нельзя абсолютизировать. Это был частный случай, и потом это был Нельсон. И нельсоновские капитаны были, и нельсоновские матросы. Это тоже отдельная история. Поэтому я думаю, что 300 метров – это, край. Более того, у нас есть еще один интересный момент. Никаких прицельных приспособлений на морских пушках не было вплоть до Крымской войны. На сухопутных, кстати, тоже. Впервые это Пруссия, 80-е годы XVIII века. В России они появляются только при Павле I. Там первые идеи прицельных приспособлений возникают. Как наводили пушки на флоте? Наводили по металлу ствола. Об этом тоже прямо указано у Грунделя. За счет того, что наружная стенка ствола шла на скос примерно 1,5-2 градуса, там был вот этот угол между задним банденом и передним банденом. Банден – это принятое в XVIII веке название фриза на пушечном стволе. Так вот, эта наводка по металлу обеспечивала вылет ядра под углом 1,5-2 градуса из ствола. И этого было достаточно для стрельбы на вот эти самые 300 метров. А при этом не было еще мушки и целика. И прямо сказано и в нашей экзерциции грунделевской, что комендор кладет руки на задний банден и между большими пальцами целится, выбирая высшую точку переднего бандена. А у Курганова есть блестящая идея мелом нарисовать на переднем бандене меточку, чтобы было понятно, через что целиться. Это, видимо, кургановская придумка, он был интеллектуал. До этого как-то справлялись и без меточки мел. Поэтому говорить о какой-то стрельбе на какую-то дистанцию, в общем, тут не приходится. Кстати, опять же, когда говорят о том, что англичане сделали блестящий ход, поставили кремневые замки на морские пушки, а глупые другие этого не сделали. У нас в экзерциции Назимова есть про замки, и там сказано, что комендор дергает за веревочку, привязанную к спусковому механизму,
А номер, который стоит с правой стороны, держит фитиль на всякий случай, потому что эта штука может осечься с большой вероятностью, и он должен тут же приложить фитиль. То есть надежность этой системы кремневого замка была очень небольшой, особенно на верхних палубах, где были брызги. Поэтому старые проверенные способы, они работали, и как бы вот не надо было тут новаций. В этом смысле характерна ситуация в паровую эпоху, когда старые парусные капитаны очень скептически относились ко всей вот этой вот машинерии, которая может сломаться в каждый первый момент. А вот деревянная палка с парусом, она будет работать. И у них это же не как бы следствие их тупости, это живой опыт, который оказался устаревшим. И это проблема отцов и детей, когда конфликт отцов и детей связан с тем, что у детей уже новый опыт, а у отцов опыт, который не полностью соответствует современному миру. И поэтому возникает этот конфликт. В свое время его не было, этого конфликта, когда не было такого быстрого развития техники. И вот эта вот история с реальной, там, той же морской артиллерией парусной эпохи позволяет еще и бросить интересный взгляд на реалии перехода к пару и на вот тот скепсис естественный, с которым относились ко всем этим сложным агрегатам старые моряки. Обучение наших артиллеристов велось на дистанцию 300 метров. И вот она, пожалуйста, часть 2 морского устава, где говорится, черным по белому напечатано, как надо все это обучать. Но, правда, тут была одна проблема, потому что Петр-то это написал, но денег на строительство учебного корабля или на его как бы создание не нашли. И еще Лейман в конце 40-х годов писал незадолго до смерти, а умер он в 47 году, что надо бы какой-нибудь старый прам найти, из которого бы можно было учиться на воде стрелять. То есть, скорее всего, с корабля стрелять, ну, разве что во время летних плаваний стреляли, но вот, честно говоря, я не могу привести вам точные указания на документы, надо искать. Возможно, что мы найдем какие-то указания об этом, но стреляли в Кронштадте на сухом пути исключительно, и сведения о ремонте этой батареи, построенной при Петре учебной, они есть в бумагах Леймана. В 40-е годы XVIII века ее ремонтировали, там кусты какие-то вырубали, которые где-то наросли на флангах, то есть, в общем, поддерживали все это в порядке. Ну и вот это вот несколько моих статей, которые посвящены этой истории, в частности, в последней, третьей, которая в Петербургском историческом журнале опубликована, вот эта экзерциция 40-е годы записанная. 2 статьи, первые, они посвящены, первое, обоснованию тезиса о том, что у нас по шведскому образцу все это делалось, а вторая такому более широкому взгляду на артиллерийские экзерциции XVIII века. Благодаря этим знаниям мы смогли в этом сентябре реконструировать на Полтаве работу артиллерийских расчетов. Есть видео соответствующее, которое там можно найти. И мы попытались вот поработать так, как это делали морские артиллеристы XVIII века. Получилось очень интересно. Кстати, надо сказать, что таскать пушку, которая весит 1,5 тонны как минимум, довольно легко можно с помощью талий. Хотя, там лопари слишком короткие на Полтаве, надо его подлиннее, то есть с длинными лопарями это еще было бы удобнее. И при этом надо сказать, что очень экономно подходили, кстати, к артиллерийскому такелажу. Было всего 2 пары талий на каждое орудие. Если нужно было орудие закрепить, чтобы оно при качке никуда не уехало во время заряжания, когда его втянули внутрь, то одну таль, одни тали, лучше сказать. Тали — это постоянно парный, это как ножницы, то есть мы должны все время употреблять во множественном числе. Одна таль нельзя сказать. Одни тали крепили к борту, а другие тали крепили к станку и к рыму, то есть к кольцу, вбитому где-то в диаметральной плоскости корабля в палубу, и таким образом пушка вполне себе стояла. И при Петре не было никаких систем для подвески принадлежности к подволоку, то есть сверху. Это вот только при Нельсоне все появилось, все клали на палубу. Ну и как-то с этим жили. На самом деле это вот один из моментов очень важных, которые показывают, как развивался этот процесс. Вообще, когда к паровому флоту перешли, возникла такая иллюзия, что все, что было до появления пара, это все как при Колумбе было, а так все и оставалось.
На самом деле развитие было очень серьезным, и я бы это сравнил с развитием туристского снаряжения. Вот на моих глазах на эти 80-е годы люди еще ходили с брезентовыми рюкзаками Абалаком. А сейчас уже, извините, сам на него смотришь в полном ужасе на этот рюкзак, потому что при современных анатомических рюкзаках, тот рюкзак просто не наденешь на себя. То есть это вообще как-то прям как издевательство выглядит. Или там про спальники, знаете, эволюция от ватного одеяла до современного там синтепухового спальника. Или палатки там от брезентовой до современной вот этой вот, которая сама ставится буквально. Это гигантский прогресс за каких-нибудь там 40 лет произошедший. Вот примерно такой же прогресс происходил и в парусную эпоху во всем. И в такелаже, и в рангоуте, и в морской артиллерии. И в частности, когда во время Нельсона и Наполеона уже перестали раскладывать по палубе, скажем, банники и прибойники, это уже ускорило работу с орудием, потому что можно было там двигаться более свободно. Когда увеличили в 1,5-2 раза расчет, он стал гораздо быстрее заряжать и стрелять. Когда ввели там 3-й, а потом и 4-й тали, которые оттяжными стали работать, то есть для оттягивания пушки назад, ушла операция по перестановке талей от борта и станка к станку и рыму в диаметральной плоскости. Опять же выиграли несколько секунд работы с орудием. И вот из таких мелких шагов складывалось значительное увеличение скорострельности, которая стала фишкой ряда флотов во время наполеоновских войн. Тот, кто отставал, тот, кто поздно с палубы убирал банники и жалел вести там 2-ю и 3-ю, 3-й и 4-й комплекты талии, они проигрывали морские сражения. Опять же, здесь это же был только один из элементов. Там надо было еще и маневрировать, и парусами управлять. А в парусах такие же происходили новации, скажем, вводились железные детали там, в целом ряде мест вместо там, деревянных или веревочных. И корабль становился более удобоуправляемым, там, более прочными становились его части. И вот в этом прогресс и заключался. Но проблема в том, что этот прогресс вообще прошел мимо любого постороннего наблюдателя. То есть замечали его только моряки. И то они же это не рефлексировали все. Они просто пользовались какими-то новинками. Наверное, если был Артем Драбкин там, в 1800 году, и он бы издавал бы книгу «Я дрался там на 100-пушечном линейном корабле с турками», он бы, конечно, допросил морских офицеров и матросов о том, как они это делали, и задавал бы им профессиональные вопросы, и они бы отвечали, вспомнили бы кучу вещей, которые так бы и не вспомнили. Но, увы, Артема Драбкина в те времена не было, интервью никто не брал, а профессионалы в воспоминаниях о такой ерунде не вспоминали. Потому что для них все это было очевидно и не представляло ни малейшего интереса. А тем более для сухопутных это вообще никакого интереса не представляло. Поэтому мы потеряли огромный пласт информации об этом прогрессе и теперь вынуждены реконструировать его путем работы с теми источниками, которые у нас есть. И вообще историк часто вынужден искать не там, где он хочет, а там, где светло. Потому что если нет источников, то нет исторического исследования. Но в данном случае, к счастью, удалось найти в бумагах Леймана вот эти вот экзерциции, с которых все и началось. И дальше вот это мое исследование из этой точки и пошло, и кое-что удалось реконструировать. Но на сегодня я могу сказать, что примерно представляю себе, как выглядела вся артиллерийская амуниция и принадлежность Петровского времени морская. Все это можно реконструировать, все это можно сделать красиво, но было бы желание. Поэтому, если вдруг у кого-то появится желание, то обращайтесь, я могу рассказать, как это нужно сделать. А мы с клубом Петроматросы, конечно, это все еще и оживим и поработаем с этой пушкой. В завершение еще одна забавная история. Когда мы работали на Полтаве в сентябре, это же музей, конечно, там прямо ужас был на лицах местных работников ответственных по поводу того, что мы поцарапаем палубу. Пушка ж кататься будет по палубе, аж поцарапается. На самом деле палуба парусного корабля представляла собой не паркетный пол. У Грунделя там прямо написано, что пальник втыкается в палубу. На конце пальника был такой железный гвоздь. Естественно, что когда деревянные катки орудийных станков катались по палубе, откатываясь после выстрела, они размалывали палубу в щепки и сами размалывались в щепки. Почему их не оковывали железом?
но для того, чтобы палубу совсем не проездили вот насквозь. И, кстати, моряки деревянные оси использовали, их не смазывали, скорее всего, считая, что, наоборот, трение дерева о дерево уменьшает откат. И это еще и хорошо. Есть воспоминания об обороне Севастополя, когда тащили пушки с кораблей на бастионы, загорались оси, потому что, ну, перетаскивая на 2-3 километра, естественно, эти пушки не были приспособлены для этого, потому что их по палубе катали там на несколько метров. И сухопутные смеялись над моряками, что у них там, как при царе Горохе, там деревянные колеса трутся об деревянные оси, а в артиллерии сухопутной были железные оси уже, введенные в 1840 году. Ну, правда, Россия была последней, кто ввела железные оси в Европе под пушками, но ввела же, в конце концов. Вот. Но в целом это вообще бесконечно интересная история. Палуба была такая вся в занозах. И как моряки ходили по ней босиком? Ну, как? Потому что они ходили босиком, в принципе, это ж не мы с вами, с нашими изнеженными ножками. Там с детства ходим в обуви, боимся пальчик уколоть. А там у людей были такие копыта на ногах, в которых можно было ходить где угодно. Но это тоже еще один момент этого парусного флота. Кстати, на Викторе остались эти дырки в палубе. Но вон, смотрите, какая она вся исковыренная. Но это еще ее реставрировали. А в свое время она была, конечно, гораздо хуже она была по виду. Так что вот эти изучения истории морской артиллерии выводят нас еще и на проблемы быта моряков, на проблемы там, их какие-то взаимоотношения. Вообще все это бесконечно интересно. Ну и я думаю, что в следующий раз тоже о чем-нибудь любопытном удастся доложить. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.